И всем привет. Мы начинаем прохождение игры Hellblade: Senua's Sacrifice. Так. Скажите, если вдруг звуки игры будут слишком громкие. Так, сейчас я пробегусь по настройкам. Кстати, да, Викинг. Привет, дружище. Так, сейчас, секундочку. Полноэкранный. Все нормально. Настройки сделал средние. Так, ну что, начинаем. Давно хотел в нее поиграть. Самое главное, чтобы она у меня пошла в достойном качестве и без лагов. Это у нас будет игра-фильм, я так понимаю. Привет. А что? Приветствую тебя. Со мной ты в безопасности? Я буду здесь, рядом, чтобы тихонько говорить с тобой, не тревожа других. Послушай, я расскажу тебе о Сенуа. Ее историю уже подошла к концу, но сейчас начнется снова. Санта Франклин, привет. Это путешествие в глубины тьмы. После этой истории других историй не будет. Они чувствуют, что ты идешь. Они идут. Тихо. Ой, извини. Я забыл рассказать тебе о других. Ты ведь тоже слышишь их. Они всегда здесь. Со дня трагедии. Ну да. Это не совсем верно. Некоторые из них тут давно. Некоторые недавно. Но все они изменились. Думаю, тьма изменила их так же, как изменила ее. Смотри там впереди. Ты тоже видишь? Да, это место действительно существует. Она добралась, наконец. Это страна тумана и мрака. Северяне зовут это место страной Хель. Возвращайся. Это опасно. Они здесь. Ну, пока мне нравится. Плыть на лодочке. На каноэ. Оглянись вокруг. Ты их увидишь. Утопших, больных, убитых. Они повсюду. Их тела гниют на полях и в реках страны Хейль. Но здесь мертвые не всегда лежат спокойно. Нет, в этом месте чего-то там. Ты видишь их? Они следят за тобой.
Или следует? Ты чувствуешь, что они смотрят? Они наблюдают за ней. О чем она думает? Я расскажу тебе. Ей страшно. А тебе не было бы страшно? Кажется, она должна была уже привыкнуть к этому за столько лет. Но тьма разрастается, становится сильнее, нависает над ней. Можно притворяться, что ее нет, отворачиваться, но она всегда рядом, хоть и невидимая, там, где уязвимее всего. Она как будто знает, сколько тебе нужно света, чтобы видеть ее удушающую чего-то там. Они чувствуют тебя, они знают, что ты здесь. Думаю, что она очень храбрая, раз отправилась в такое путешествие одна. Но ею движет не храбрость. Храбрость для тех, кто боится смерти. Страх Сиенуя гораздо глубже. Долго мы будем плыть? Надо как-то ускориться. А, это не каноэ, это какое-то бревно. Виктор Плей, привет. Спасибо. Что она ищет? Что осталось позади? Я знаю, о чем она думает. Я слышу ее мысли. Так, похоже, у женщины поехала кукуха. Еще не поздно сесть в лодку вернуться. Никто не осудит ее. Никто об этом не узнает. А! Она услышала нас. Пути назад нет. Она плыла на бревне, отлично. Сиена отталкивает прочь мир, в котором все стремится причинить только боль. Возвращаться незачем, и ждать можно только худшего. Может быть, ты пойдешь с нами? Может быть, тебе тоже есть место в этой истории? Может быть, подруга. Так, я могу уже играть? Да, кажется, можно. Так, значит, у нас главная героиня. У нее не все дома. Так, ну что у нас как... Сложная игра? Блин, окей. Я, кстати, не помню, какую сложность поставил. Надеюсь, среднюю. Смотри ближе. Сейчас надо сосредоточиться. Что мне нужно сделать? Смотреть в камень? Нажать на огонь? Е. Не забывай мои истории, Сиенуа, потому что твоя тьма идет за Хель. Там тебя ждет твоя судьба. Это какая-то точка сохранения, что ли? Говорят, что горящие тела оказываются прямо в рот Хель. Но этого пути не минует. Ты должна покинуть остров Аркания через Восточное море, найти путь, ведущий на север, через темные равнины. Через 9 ночей пути ты отправишься вдоль больших рек и увидишь мост, покрытый золотом. Отсюда начнется дорога в Хельхейм.
Мост ведет через реку ножей. Река эта течет из темного мира Нифльхейма. Так, ну я надеюсь, справлюсь с этими головоломками. Но если что, подсобите, ребята. Она что-то с ней случилось, она зависла. Ладно, погнали. Самое главное, чтобы меня не лагало. Так, а какой-то странный вид из-за плеча, ну ладно. Придется свыкнуться с этим. Просто, видимо, нужно везде чекать. Так, я могу зажечь? И почему у меня ничего нету? Я не понимаю никаких подсказок. Это нормально? Да, так, все-таки я хочу посмотреть, что там с управлением. Так, W. Блок. А боком влево, боком вправо. E. Сосредоточиться. И F. Взаимодействовать. Shift бег. Цель Z. Сменить цель C. Рукопашная атака F. Быстрый удар, тяжелый удар. Окей. Ну давай. Так. Так, отлично. С бревном мы справились. Говорят, возвращайся назад. Они идут. Трусиха, беги. Мне надо бежать? Беги, ей нужно бежать. Почему она не бежит? Тьма приближается. Она желает жизни. Она изголодалась по жизни. Как стая волков на охоте. Короче. Говорят, надо бежать. Ты видишь? Хельхим. Он здесь. Я чувствую его. Страна мрака и тумана. Старый дурак был прав, как он говорил. Река ножей, за которой лежит страна Хель. Место, которое зовут Хельхейм. Он потерян. Не можешь его спасти. Где ты? Разговаривать с камнем? И эта башка в марле. Я тебя слышу. Сомнений нет. Источник тьмы где-то в Хельхейме, и богиня Хела держит его душу там. Я иду. Ее милого возлюбленного Далеона. Как-то непонятно, зачем она здесь находится, цель ее визита, я не понял. Почему не повернет назад? Она делает это ради него. Она хочет спасти его. Она уже мертва. Так, а следов нет. Его душа по-прежнему в Хельхейме. Не, ну графон такой прикольный. Хоть игра 17 года, но, блин, достойно. Мост в Хельхейм. Я не помню ее название. Она тоже забыла. Но она помнит, что пройти по нему мог только мертвый. Такое забыть сложно. Старый дурак сказал, что к нему есть тайная дорога. Посмотрим, что будет дальше. Кто, блять, орёт?
Стоит не бежать. Какая-то красная... какая-то красная материя, возможно, она как-то подскажет мне дорогу. Да. Не, ну графен такой прямо сочный. Так, это сейв, да, наверное, какой-то. И северяне говорят, что есть 9 миров. Мир людей известен как Мидгард. Небеса, где живут боги, Асгард. Боги земли, урожая ветра и моря обитают в Ваннахейме. Добрые эльфы живут, а злые духи в Севертхальхейме. Горные великаны живут где-то там. Огненные великаны обитают в Мухельхейме. Нифельхейм, блин, как сложно выговаривать, черт возьми, а. Ты туда-то и должна отправиться. Хельхим же населяет только мертвых. Адам Киллер, привет, дружище. Наверх, карабкайся. Так. Как карабкаться? F. Просто никаких подсказок. Стой, блядь. Так, звук, графика, сложность боя, режим. А, у меня средний. Средняя сложность. Взаимодействие в бег. Быстрый удар. Блок. Левый контрол, уклониться, спейсбар. Я, короче, выключил свет, даже шторки занавесил, потому что слишком светло. Просто падай вниз. Что там внизу? Мне сейчас будет расстройство от этих голосов. Зачем она это сделала? Теперь он сможет вернуться? Она не сможет вернуться. Тайная дорога. Есть фонарик? Или только мертвая башка, ну, то есть отрубленная башка у нас в наличии? Это опасно. Коснись их. Не убивай меня. Я не из них. Я просто прячусь. Я знаю, если прятаться дальше, то дольше проживешь. Я не дамся больше этим ублюдкам. И меня не поймать. Никогда. Постой, а кто ты? Саша, Плаксин, привет. Друт, это ты? За мои рассказы о северянах меня прозвали Друтом, лжецом, старым дураком. Но Друт знает правду. Я рада, что ты здесь. Ты сдержал свое слово. Вести тебя в этой жизни и в той. Я буду рассказывать тебе свои истории о Хейль. Если позволишь пойти с тобой. Расскажи мне все свои истории снова, старый друг. Я буду слушать тебя. Сосредоточь свое внутреннее зрение, и ты увидишь скрытое в открытом. Удержи ее своим внутренним взором и найди такую же, чтобы открыть врата. Так, в смысле...
Так, еще раз. Мне надо что-то делать, что ли? Двигать как-то? А, я вижу. I see. Я вижу, и вот она вот. Ну, как ее двигать, я не понял. Надо отойти или приблизиться? Я нажимаю. Так. Так, Е. Взаимодействие F. Сменить цель направо, сменить цель налево. Может, R? Я вижу просто этот символ, но я не понимаю, как его применить. Может, F нажать? Может, отойти? Так, еще раз. Так, вот этот символ. Да. Короче, зажал Е. Что? Что-то не так я сделал? Так, я все, похоже, проиграл. Интересно. Я пытаюсь нажать, но... Может, где-то еще есть символы? Нет, символа больше никаких нет, я не вижу. Да что не так-то я делаю? Давай еще раз. Гоблин. Привет. Так, может быть это с... Где-то, может быть, есть еще. Блин, эти звуки, они сводят с ума уже. Начинают сводить. Так, кто знает, что делать? Так, ну подсказки, они типа всплывают. Подсказки не всплывают, но, блядь, почему это не работает? Попробуем отойти подальше. Еще раз. Нет. Просто принцип понятен, но механику игры никто же не объяснил.
Может, она уже сдохнет тогда? Блядь, меня уже начинает бесить это. Так, может, где-то на камне есть ключ, или под камнем есть золотой ключ, который открывает дверь. Так, окей. Что с тобой не так? Так, а если не концентрироваться, а просто нажать? Угу. Как надо все равно это сделать? Черт. Может, какая-то еще есть кнопка? Может, Enter? Нет. Она близко. И ты найдешь ее, сосредоточься, и ты найдешь ее. Типа надо что-то найти, что ли? О, близко. Мне надо найти эту букву, что ли? Что? Это капец рандом. Не понял. Так, и что еще? А, опа. В смысле, это сработало, что ли? Офигеть. Кому, блядь, надо делать забочную скважину за километр от ворот? Ты слушаешь меня? Хотя другие смеялись. Мой народ дорого за это заплатил. Храни мои истории, и вместе мы покажем северянам нашу ярость. Ты слушала меня, хотя другие смеялись? А, это я прочел уже. Еще один голос теперь с нами. Когда-то она пыталась заставить всех уйти, притвориться, что их нет. Но какой в этом прок, если мы всегда рядом? Да уж, тут не помешала бы озвучка. Потому что все это читать, это капец тяжко. Давай сено. Ну. Так, я замечу, что это еще самое начало. Так же бывает и с высотой. Когда стоишь на краю, можно притвориться, что все хорошо. Но все-таки ты знаешь, что смерть рядом. Она только ждет, когда ты отпустишься. Хочешь, не хочешь, а это так. Так, ничего, надо балансировать. Так, это, видимо, какой-то сейф или что это? Я так и не понял, правда.
Миром мертвых правит великанша Хейла, дочь Локи. Боги страшны. Когда она была ребенком, Бог-Отец отдал ее во владение Хельхейм и даровал власть над всеми самоубийцами, а также умершими от болезней, лишений и старости. Во всех 9 мирах одна лишь Хела может воскрешать мертвых. Sacrifice. Ты отделен, принесли жертву Хела, с ней тебе придется что-то там сделать. Торговаться. Блин, баба спустилась в ад и без фонарика, без спичек. И чё? Врата, иди обратно. Ты должна их открыть. Врата в Хельхейм отдаляют живых от мертвых. Не лицо ли этой самой Хеллы, полусгнившей богини, правительницы Хельхейма? Как ей бы уже не скрывала эта дверь, она должна найти его. Толкай. Уж, ты сможешь. Давай. Тссс. Здесь кто-то есть. Блин, игра тяжелая. Реально. Восприятие. Тьма. Ты забрала его у меня. Умоляю. Отпусти его. Я дам тебе все, что ты хочешь. Я больше не буду притворяться. Верни его. Похоже, нас заразили чумой. Ага, какой-то опасный парень идет. Так, пробел уклоняться. Опаньки. Еще один деревянный человек. Кстати, боевка такая. Вроде не сложная. Так, еще один деревянный человек. Вы чё, рофлите, блин? Какого хрена должен сражаться с какими-то облаками? Мне кажется, я сдохну.
Все, мы наигрались, что ли? Давай, собирай свои вещи и выходим. Видение. То, что случится. Бедная Сиена. Тьма не торгуется. Ее нельзя уговорить. Гниль. Теперь она поселилась в ней. Она ползет вверх к ее голове, к вместилищу духа, пока наконец от нее ничего не останется. Ну вот. Да не расчесывай. И не мойся. Все муки окажутся напрасными. Это только дело времени. The Dark. Темная гниль будет распространяться. Если гниль доберется до головы Сиену, ее путешествие окончено. И весь пройденный путь пропадет и забудется навсегда. Вы чё, рофлите? А есть какие-то таблетки, я не знаю. Самые тяжкие битвы ведутся разом. Ее этому делу научил. Темная гниль будет расползаться все больше при каждом поражении, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом, и она сдержит свое слово любой ценой. Самый тяжкий бой... А, это я читал уже. Здравствуй, Бен Плей. Я посмотрю обязательно. Послушай меня, Сенуа. За этими вратами лежит Хейрхей. Чтобы открыть врата, тебе придется биться с богами, которые охраняют их. Богом огня Суртом и богом иллюзии Вальвараном. А, Вальраван. Пролей их кровь, чтобы открыть врата и войти в страну мертвых. Блин, может все-таки сохраниться. Не сохраняется. Придется биться. Что делать? Вальраван. Прародитель Вещану. Властелин Воронов. Он находит жертв при помощи иллюзий и обмана. А потом пирует, пожирая их останки. Иди по пути к Вальварану и срази его в бою, чтобы получить его знак. Без него врата Хельхейм не открыть. Так, ну понятненько. Это знак. Эмир был тенистым великаном, порождение тьмы. Все его сыновья и внуки были детьми. Дети и внуки его были разными. Одни страшны собой, другие хороши. Но из льда родился и другой, названный Бурей. Подобный человеку, большой и могучий. Сын Бури по имени Бор взял в жены хорошую с собой великаншу, и у них было 3 сыновей. Старший из них — Один.
почитается северянами главным над всеми богами и Богом Отцом. Блин, жалко, вот это, блин, озвучки. Какая-то шишечка. Или что это? Какой-то мазок. Так, сюда дорога идет. И... Так, а здесь у нас мост. Сейчас, давайте сейчас все чекнем тут. Так. Что это? Это мост. Толкай. Пусть. 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 А, я думал, будет сложнее. Так, вопрос. Надо будет идти. Можно все-таки сходить. Так, надо сосредоточиться. Путь к Вольврану скрывает иллюзии. Не доверяй своим глазам. Найди другой путь, чтобы увидеть истину. И шо? Типа что? Я уже как-то куда-то вошел, что ли? Не понял. Найти истину. Скрывает иллюзия. Так, и возможно это где-то здесь. Но я... О, может отсюда как-то надо увидеть? Так. Нахрена ты смотришь сюда себе под ноги? Подожди. Может быть здесь? Очень интересно и непонятно. Так, надо что мне найти знак этот. Опаньки. Да я вижу, блин. Забавно. Мы все хотим заглянуть за занавес у тайн, не правда? Но если нам удается, мы зажмуриваемся и не притворяемся, будто ничего не видели. Можешь как-то слезть. Так, стоп, если я пойду... Интересно. Так, ну это было просто. Не, ну если будут такого рода будут загадки, то я не против. Здрасте. Сену не могла не видеть, как не старалась, как не просила. Надо толкать? Я что-то пропустил. Что-то я пропустил. Че эти голоса, блин? Что-то говорят назад. Опасно.
Блин, похоже, тут не боевка, а больше головоломки. И я ни хрена не понимаю, что делать. Да. Кстати, она успокоилась. Так, еще раз. Так, ну, посмотрю, конечно. Может быть, где-то здесь. Супер не очевидно, что делать. Так, никаких символов, ни подсказок, ничего нет. Блин, я думал, будет как-то опасно. Типа, типа Resident Evil. Но пока я только туплю жестко. М, Потому что никаких подсказок нет. Никаких символов нет. Никаких NPC нет. Только дурацкие голоса, которые взрывают уже мне мозг. Так, окей. Возможно, туда еще рано идти. Так, что здесь может? Что здесь? Может не дышать так? Меня пугаешь. Как будто у тебя астма. Может быть, нужно повторно как-то взглянуть на эти врата. Оп, и уже закрыты. Оп, открыты. Магия. Интересно. Может, что-то за деревом спрятано? Очень интересная игра пока. Уah. Не, я подумал, просто интересная игра, ну, в том плане то, что хотят же продолжение выпускать. А если есть продолжение, значит есть и спрос на такую игру.
Мне кажется, ее все проходили с подсказками. Потому что я просто не одупляю. Еще бы понять, что они говорят. Может, они что-то отдельно говорят. Так, может, какие-нибудь палки надо собрать. Бен Сквад, привет, дружище. Может, надо кору дуба, я не знаю, собрать. Костер сжечь. Что-то нужно сделать. Посчитать, может, количество черепов. Может, просто надо постучаться, где-нибудь есть звоночек. Так, может, надо залезть. Спасибо, спасибо за пожелание. Удача мне пригодится. Может, просто сплясать надо. Да, капец, она так прямо душная. Уже сейчас. У меня уже начинается расстройство. Какой-то женщины в голове такой же. Вот эти голоса. Так. Чтобы были какие-нибудь подсказки. Так, я вижу какую-то тьму, которая обволакивает. Пытаюсь перевести, что они там пиздят, но не понимаю, что. Darkness, darkness, тьма, тьма. Go back. Так, F. В смысле? Я ж подходил, нажимал F, алло! Это прикол такой был, что ли, или что бы? Да, это бред. Такую цену оплатить за то, что видишь все по-другому, если долго смотреть в непроглядную тьму, то что в ней таится? Тоже увидит тебя. Блин, так я подходил, нажимал, алло. Так. Сейчас чувствую, будет боище знатный. Так, похоже, надо максимально подходить близко. Так, вот. Деревянный человек. I kill you, man! Хорош. Так. Опа. Хорош. Тише, 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 женщина. Есть. Давай еще один. Я надеюсь, тут не Dark Souls в плане боевки.
Потому что если тут будет боевка как в Dark Souls, плюс адские... Ну... Да ё-моё, вы чё рофлите? Плюс адские загадки. Это будет... Трэш. Трэш могильный металл будет. Не Assassin's Creed, но пойдет. Северяне ее не оставят. Она найдет то, что ищет. Так. Опять эти дурацкие символы. Так. Силу иллюзий Вальравну дают вороны. Соедини воронов, чтобы разбить волшебную печать. Так, соедини ворон. Оглянись вокруг. Теперь все другое. Стоп. Надо ли мне проходить сквозь эти чудесные ворота? Так, о! 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 Сосредоточься, говорят они мне. Что-то сдвинулось. Ты чувствуешь? Может быть, это я пукнул. Простите. Надеюсь, что-то случилось. Так. Такой... Ага. Ты тоже чувствуешь? Будто переход в другой мир. На вид такой же, но в нем все еще иначе. Мир обманщика, где глаза есть даже у леса. Ну нахуй. У меня уже побаливает шея, кстати. Так, тряпка есть здесь, тряпка есть там. Скажу, туда. Так. Что такое сено? Толкай. Я хочу попасть в Хельхейм. А, вижу. Принцип понял. Иллюзия, все дела. Так, сейчас, секундочку. О, топ. А нет. Так, окей, лесенка. На кой хрен мне лесенка? Так, пока непонятно. Короче, надо подойти к этим воротам. Чтобы
Ты знаешь, что делать. Да, надо сосредоточиться, это я уже запомнил. Чтобы разбить печать, соедини воронов со знаком Вальравна. Оглянись. Я понял, но мне надо сейчас оказаться как-то с той стороны. Только я не понял, как мне оказаться. Может, есть песенка? Ты слышишь? Песня Вальрав. Ты должна сосредоточиться. Если и слышишь песню, следуй за ней, она приведет тебя к нему, но берегись его обман. Не всегда можно верить своим глазам. Заткнитесь! Я не слышу песни. Кто-то как будто бы пухтит себе под нос. Где-то там. А-а-а. Вальраван, сразись со мной! Так, это какой-то типа босс. Он пропал. Куда он подевался? Ты потерял его. Стоп. Да, я потерял его. Сейчас найдем певца погорелого театра. А, вон он. Это больше похоже не на песню, а какую-то отрыжку после супца. Сразись со мной. Но только будем друг на друга смотреть. А, прости, это я. Это я. Ты снова его потеряла, какая ж ты дура. Она потерялась, это не впервые. Прошлой зимой, перед тем, как случилась трагедия, она скитала по диким местам родной земли, пытаясь ягодами
корнями и заяц. Как видишь, нередкое явление. Мы зовем таких людей гельтаями, дикарями. Некоторые, как Друд, становятся гельтаями в поисках искупления, а другие, как Сену, в надежде освободиться от проклятия. Те, кто возвращается, никогда не будут прежними. Да вы рофлите, я не потерял, ну что вы гоните? Только троллят меня. Сейчас я открою ворота все эти, чтобы свалить, если что. Ибо нехуй закрываться. Так, секундочку. Здесь есть наверх и здесь. И снова я потерял. Какая ты дура. Так, one second. А, стоп. Теперь может подняться, это магия, магия ловушки. Теперь она может подняться. Куда? Может быть, сюда? Или мне все-таки нужно найти его? Фу, душно. Так, здесь никого нет. Песен я его не слышу.
Хм. Так, а если мне... Стоп. Кстати, показывает туда. Может мне закрывать за собой двери эти? Двери иллюзий? Так, здесь я теперь смогу зайти. И я могу... Нет, я не могу выйти. Так. Теперь нужно тут одуплиться, что делать. А, кстати. Почему в прошлый раз ты не смогла так идти? Не смогла пройти так? Северяне говорят, что Один со своим братьем убили Имара, и мир людей создан из его тела. Кости Имара они превратили в камень, плоть в почву, а кровь в соленое море. Его череп стал небесным куполом, а мозг облаками. Один и его братья поймали искры, летящие из мира Муспель, превратили их в звезды. Чтобы защитить новый мир от гигантов, они возвели стены из громадных изогнутых бровей Имара. Какие-то сказки опять напридумывали, блин. Так, окей. Так, еще раз я залезу. Короче, эта хрень показывает туда. Так, давайте посмотрим, что изменилось. А! Стоп, с этой стороны я могу подняться, что ли, теперь? Не понял. А, лесенки, блять, вот. Все, я увидел. Короче, нужно быть супер внимательным. Да, вот они, лесенки. Угу. Как тебе такое, Илон Маск? Когда мы представляем себе страх, то думаем о тенях, скользящих по лесу, о существах, являющихся в ночи. Если бы все было так просто. Худшее приходит без предупреждения. Первобытный импульс из глубины. Напоминание, если ты не увидишь угрозу. Это не значит, что ее нет.
Она не может войти. Друд говорил, что всегда есть другой путь. Спонти Шоу. Привет, дружище. А, вижу. Голоса в моей голове говорят, что есть другой путь. Как не понять, когда сохранение? Чтоб мне не заново начинать. А где сможешь справиться ручками? Нет, ручками нельзя. Так, похоже, бой предстоит мне. С деревоголовыми. Короче, пол игры ходишь и бродишь. Головоломки разгадываешь. И минуты-две файтишься с деревоголовыми. Они еще и блоки ставят. Так. Это второй. Камон, в смысле? Какого хрена они вдвоем? Изыди! Так, эти уже покрепче, кстати. Полегче, брателло. Так, я что, сделал комбо какой-то? О, вот, сейф. Понял. Так, окей, откуда мы пришли? Мы пришли отсюда. Так, и... Нам нужно будет опять почитать какую-то историю про Одина и Тора. Северяне говорят, что для того, чтобы что-то получить, необходимо что-то сделать. Говорят, что силы рун открылись Одину только после жертвоприношений. Он подвесил сам себя на мировом дереве, пронзив себя своим же копьем и принеся таким образом себя в жертву. Самого себя. 9 ночей он провисел на дереве без еды и питья. И наконец увидел под собой рун. Он закричал, и одним чудесным образом запечатлелось у него в памяти. А потом он упал с дерева. Очень интересная история. Про самобичевание. Games Virus. Привет. Ну, вернее, Рус. Вот у них, видимо, какая-то пьянка была. Так, ну что тут у нас? Какая-то деревня, что ли? Так, секундочку, может там что-то... А, через F. Ясно. Знаешь ли ты, каково это, покинуть все? Свой дом, любимых, и отправиться в дикие места, чтобы, может быть, никогда не вернуться? Сенуа знает. Ибо когда говорит тьма, она меняет все, превращает родной дом в чужой, а родных в чужаков. В добровольном изгнании есть смысл, если понимаешь, что на самом деле родной дом никогда не был тебе родным. Интересная игруха, надо тоже пройти. Давай, старичок, попробуй ее на вкус.
Меня эти голоса уже начинают сводить с ума. Да, мне можно забраться? Так, это ворота? Хотел немного отдохнуть от Сноураннера, но капец, я уже как устал в нее гамать. Просто жесть. Сноураннер намного легче. Ух. Все понял. Сейчас мы, короче, подойдем к этим воротам, и опять начнется... И опять начнутся поиски... Поиски загадок. То есть поиски ответов. Она должна соединить воронов. Их слишком много, слишком много. Их слишком много. Да, их пиздецки много. Может, дадите какую-то подсказку? Так, с левой стороны. Песня Вальравна. Вальравна. Это тут. Нет, там. Их две. Падгер, привет. Это напоминает о каком-то месте. Лес? Какой лес? Лес в других землях? Давным-давно? Вернее, в диких землях. Давным-давно отправилась в дикие земли. Она хотела сразиться с собственной тьмой. Тьма почти убила ее. Если бы не друг, она бы умерла. Она хотела победить свою тьму и стать женой Дилана. Она боялась, что ее проклятие заразит. Сейчас попялимся сквозь ворота. О! Что тут открывается? Так, секундочку, если я нажму на F, нет? Может тут спуститься, нет? Хорошо, Папкер, посмотрим. Короче, сейчас я открою, попытаюсь найти этот ключ, загадку здесь. И закончу. У меня уже начинаются психические расстройства. Да, кстати, можно здесь опустить мост. Чертов мост. Так, где-то я здесь открыл ход.
Да, это здесь. Так. Засов. Так, что за лаз? Опять какая-то история про богов. Северяне говорят, что Один постоянно ищет новые знания, мудрость и магию. Говорят, было некое умное существо по имени Мимир, который охранял источник мудрости, текший из-под корней. Один пожелал испить из источника, но за это ему нужно было заплатить. И тогда он вынул собственный глаз и отдал его Мимиру. Он испил из источника, обменяв тем самым один способ видения на другой. Все? И короткие истории у вас. Все связанные с причинением боли в себе, так сказать. Так, ладушки. Так. Небольшая лесенка. Угу. Так, возможно, должен быть... Так, я понял. Я понял. Сейчас я вниз спущусь. Сейчас вниз спущусь. Тут надо, наверное, заново пройти сквозь то дерево. То есть через врата, вернее, обратно. Так, чекаем. В смысле? Почему? Не понял, вы же должны были закрыться, алло. А, во. А, все, закрылось. Так. Ага, ясно. Здесь я правильно соображаю. Да, 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 да. Да, здесь проход есть. Найс. Пока непонятно. Смотрим, что изменяется. Так, может, с этой стороны? Так, ну тут можно спуститься. Блин, алло. Что меняется? Добро, Джек, привет. Спасибо. Так, и тут я, короче, уже немножко запарился.
Вороны пропали. Нет, пропала половина. Это западня. Тихо, мне нужно подумать. В диком лесу, на холодном зимнем ветру, ей уже казалось, что в этом мире для нее нет места. Она почти отдалась. Почти. А потом она вспомнила слова Диллион. Вспомнила о своем обещании. Тогда она решила продолжить борьбу и убить то, что стало частью ее. Так, стоп. То есть пропадают вороны, получается. Все понял. То есть становится меньше воронов. Понял. Надеюсь, это хорошо. Так, ну нам надо, чтобы стало еще меньше ворон. Чёртовы голоса. Так, здесь нет прохода. Ты можешь забираться? Нет, она не может. Так, угу. Надо где-то найти ворота. Где-то ворота найти. Так. Это не ворота. Может, опять надо через те пройти? Короче, тут есть вот эти вот, ну как-то добраться. Я не одупляю. Не вижу. Не вижу. Попробовать через те ворота попробовать.
О! Лесенки появились. По-моему, их не было. Или были? Фу, блин, душно. В прямом и переносном смысле. Так, и тут ничего не появилось. Шея заболела. Фу. Так, может как-то здесь залезть? Надо, короче, немножко отстыть. Ну, вернее, сосредоточиться. Эти звуки, они просто сводят с ума. Где-то должны быть ворота, но я их не вижу. Блин, какая ж тяжелая игра-то. О, боже мой, реально я уже просто вспотел мне жогать. Да, давайте посмотрим сверху, может есть. Так, то есть отсюда. Когда будешь стримить Call of Duty? Ну, посмотрим. Может через неделю. Я пока еще не знаю. Я, вернее, даже не думал об этом. Так, я вообще ни хрена не догоняю. Может я сверху закрыл все-таки этот ход? Отсюда непонятно, открывается ли что-то или закрывается.
Что они там подпёздывают? Мне жалко, я не знаю нормально английский. Надо как-то этот мост дурацкий опустить. Так, а здесь ты не сможешь, да, пройти? Нет, ничего не происходит. Ни хрена не понимаю. Так, стоп. Только одна была. Так. Так, может здесь спуститься можно? Фух. Так, короче, что-то вообще не идет. Так, может где-то здесь спуститься можно? Тут тряпка висит. Блин, эти голоса, они почти меня убивают уже. Как мне дела? Ух, да блин, пока хреново, как видишь. Пока не могу сообразить, что да куда тут. Короче, ребятки, будем заканчивать, потому что я просто уже не могу. Эта игра реально вызывает какой-то стресс и депрессию. Мне начинает уже все зудеть и чесаться. Ну, вернее, не закончу вообще, а на сегодня закончу. Надо все это дело обмозговать и переварить. Да. Не буду, так сказать, затягивать хронометраж. Спасибо, что смотрели.
ставили лайки, комментировали. Давайте встретимся уже с вами в пятницу и продолжим это безумие. Всем спасибо и всем пока.